Друзья, всем привет из столицы Филиппин. Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы находимся в Маниле, и сегодня мы прогуляемся по самому фешенебельному деловому райончику, который называется Макати. Наш отель Эспасио располагается в 7-этажном здании, но комнаты есть только на 6-м и 7-м этаже. Все остальное отведено под бизнес-центр, под ресторанчики, под магазинчики. Сейчас я прохожу 1-й этаж и уже вижу, что здесь находится кафе Иносал. Это местная кафешка, не знаю, как правильно ударение, если что, поправьте. Я думаю, это знаменитая сеть. Также есть мини-маркет вместе с аптекой. Это часто у них здесь совмещается. И сейчас проходим в главное здание на ресепшн, где всегда находится менеджер, готовый вам помочь и на все ответить. Вот здесь есть подробное описание, что находится на всех этажах, и все магазинчики, и клиники, и на каком этаже комнаты. Очень удобно. Надо отметить, что мы приехали сюда в 6 часов утра, по-моему, или в 5, и нас быстро заселили. Кстати, отель, видимо, принадлежит большой компании «Экватор». Ей же принадлежат и многие заправочные станции, и что-то с экологией там связанные офисы, потому что на 4-м этаже здесь находится Open Space, где очень много сотрудников. Давайте покажу вам сначала нашу комнату, а потом прогуляемся еще по территории. Хочу показать вам нашу комнату. Она очень просторная, потому что вообще рассчитана на 3 людей. У нас есть дополнительная кровать, но мы ее никак не используем. В номере очень чисто, хорошо работает кондиционер, есть полотенчики, как обычно положили одноразовый набор, типа щетки, зубной пасты, тумбочка прикроватная, есть столик, тумбочка тоже огромная, где можно разместить свои вещи, телевизор, микроволновка. Это очень удобно, потому что можно приносить готовую еду, либо ее заказывать в приложении и здесь разогревать. Также есть холодильник, кухонный гарнитур, есть немного посуды и есть чайник. Самой плиты нету, но тем не менее достаточно нам микроволновой печки. Это уже хорошо. Давайте пройдем в душевую. Ой, я как раз только после душа практически. Так, у нас есть зеркало, полочки. Очень мне нравится, когда кладут вот такие штучки, потому что от них очень приятный запах. Также положили нам сюда шампуни, туалетная бумага, раковина. Сантехника видно, что очень новая. Туалет и душ, и тропический душ. Поэтому все у нас здесь удобненько, очень красиво, современно. Еще у нас отличный вид открывается с террасы. Так, смотрите. Вот такая красота. Еще часто можно заметить, как пролетают самолеты. Они буквально каждые 5 минут летают. И вот здесь вот прямо рядом со зданием. Очень прикольно получается наблюдать за ними. Но шумоизоляция хорошая, поэтому их не особо сильно слышно, только видно, как они красиво пролетают. Когда мы приехали, мы увидели, что отель нас приветствует. Это очень приятно. И готовы ответить на все наши любые вопросы и помочь. Персонал здесь реально очень дружелюбный.
Сейчас мы поднимемся с вами наверх, и я вам покажу не только красивый вид, как из окна, который вы видели, но и с обзорной площадки, которые находятся здесь на крыше. Помимо того, что здесь шикарная обзорная площадка, здесь еще есть и тренажерный зал. Правда, он был закрыт, поэтому просила его мне сейчас открыть. Здесь есть немного тренажеров, гантели. Видимо, у них не так активно занимаются спортом, как где мы тогда были. И постоянно целый день там кто-нибудь занимался. Уже не помню провинцию, как называется. И я немножко приболела, поэтому я сейчас последние несколько дней не занимаюсь спортом. Надо выздороветь. Понятно, кто мой спорт. Все понятно. Так, здесь тоже можно включить кондиционер. И велодорожки есть, и беговые. И все это вот с видом на огромные высотки. Даже обидно, столько тренажеров, и люди не занимаются. И здесь у нас есть тренажеры. Это, видимо, для кроссфита. Кстати, отсюда видно, что недалеко есть кафе Шаки и Бургер Кинг. Выходим со спортивного зала. Поднимаемся в зону, где должно было быть кафе, но пока его еще не открыли. И любуемся шикарными видами. Опять самолет. Самолет, самолет. Ну а здесь можно увидеть, что совсем рядом есть еще и другие кафе. Есть и 7-Eleven, и прачечные. И Jollibee там виднеется. Поэтому район, несмотря на то, что он считается спокойным, все находится достаточно близко. Сейчас я приехала на второй этаж, чтобы вам показать, что здесь еще есть интересного. Оказывается, здесь используют площадки для кафе, для всяких медицинских центров. Вот, например, здесь есть корейская курочка. Вот, смотрите, и курочка с лимоном. В общем, здесь интересное меню, надо будет зайти как-нибудь попробовать. Дальше пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот здесь есть медицинская клиника, но она сейчас закрыта, но потому что сегодня воскресенье. Но в остальные дни она чаще всего открыта. Ну, как всегда открыта. Так, здесь также есть стоматология. Есть магазин очков оптики. Здесь вот получается. И вот здесь еще одно кафе. Сейчас я вышла из отеля и хочу вам показать немного территорию рядом. Вы ее, конечно, уже видели с крыши, но тем не менее. Вот здесь как раз такие заправочные станции находятся. Смотрите, как интересно располагаются пистолеты наверху. Здесь у нас кафе. Здесь магазинчик. Здесь кофейня первая, но во второй мне нравится больше. Там есть еще барбершоп и еще одна прачечная. Другая прачечная находится рядом с 7-Eleven. Там 7-Eleven и там же прачечная. Сейчас чуть-чуть пройдем дальше. И окажемся в кофейне, которая мне нравится больше. Причем у них одинаковое название относить, но они чуть-чуть поодаль. Там баристы лучше. Сейчас возьму для себя кофеечку, Кирилл возьму горячий шоколад. Кофе здесь недорогой. Посмотрите, эспрессо от 65 песо, капучино 80 песо. Также можно недорого здесь покушать. Паста 160-175 песо. И салатик 120. Здесь очень вкусненько, мы уже даже пробовали. Мне принесли кофеечек, возвращаюсь в номер и потом мы отправляемся вместе с вами гулять по Маниле. Во второй половине дня мы вышли из нашего отеля, который располагается в районе Тагуик. И сейчас направляемся в район Макати.
соседний деловой район. Сейчас мы на такси добрались до района Макати. Порядка 100-120 песо нам стоила эта поездка. Макати считается одним из самых комфортных районов, бизнес-районов для проживания. И вот мы сейчас находимся возле музея. Музей Филиппин, в котором представлены различные экспонаты из фарфора, золота, а также в котором рассказывается об истории Филиппин. Сейчас мы Томочку отправим в музей. Мы взяли один билет, стоимость 350 песо. Да. Помимо входного билета выдают вот такую наклейку, которую нужно на себя приклеить, чтобы вас было видно. Не знаю, для чего это, но, видимо, дальше будет какой-то контроль по этой наклейке. Так, отправляемся смотреть музей. Говорят, что лучше начинать с 4-го этажа. У лифта есть описание всех этажей. Сейчас я поднимаюсь на 4-й, как мне рекомендовали. Там находится музей золота. Музей выглядит очень современным, новеньким. Кстати, билет еще можно забронировать по интернету и там уже их купить сразу, потому что везде спрашивают о бронировании. Пришла на 4-й этаж. Начинается визуально. В фильме рассказывали о появлении золота на Филиппинах, о его значении. Здесь мы можем увидеть некоторые образцы. Минданао. Мы там были. Интересно, что некоторые экспонаты можно прям посмотреть через лупу. Здесь очень удобно сделано. Причем она перемещается, видите? А еще знаете, что интересно наблюдать? То за тем, где найдены были эти экспонаты. Тут я наблюдаю, что что-то было с острова Сибу. А вот там есть чаша. Она была найдена на острове Сиаргао. Я уже по нему немножко скучаю. И здесь, в основном, кстати, с острова Минданао найдены были золотые украшения. Музей сделан очень красиво и аккуратненько. Все новенькое. И что мне нравится, здесь туристы себя ведут очень тихо, то есть никто не говорит громко, все стараются соблюдать дистанцию. Очень здорово. Так, интересно, откуда у нас этот экспонат? Тоже с острова Минданао. Сейчас вышла из здания, которое было посвящено музею золота, и гуляю по 4-му этажу. Здесь можно посмотреть фотографии старого острова Минданао. У каждого стенда есть описание, есть небольшие телевизоры, где показываются об истории того или иного предмета. Сейчас прохожу по стенду, где показываются костюмы, эти покрывала. И вот здесь вот можно посмотреть видео о том, как их ткут, откуда вообще появилось это. Поэтому очень удобно, современно. Можно посмотреть на предметы, которые тоже были найдены, то есть это не новые. Вот это уже костюмы, наверное, специально сшитые для этого музея. Целый зал, посвященный керамической продукции, также экран, где рассказывают об истории, плакаты и стенды с различными изделиями из керамики. Вроде бы на 4-м этаже я посмотрела все. И текстиль, и золотую, и керамическую галерею. Поэтому сейчас идем на 3-й этаж. На 3-м этаже находится основная галерея. Кстати, ребят, я немножко приболела, поэтому не обращайте внимания. Но сначала Кирилл болел, теперь я приняла эстафету. Ну, все как обычно. Друзья, оказывается, 1 этаж сейчас закрыт. Там находятся различные инсталляции, главная галерея. И теперь я на 2-м этаже.
Написано Дорама Experience и филиппинская история. Ну, посмотрим, что здесь находится. Жаль, что один этаж закрыт. И сразу начинается история с древних времен. А это, видимо, вулкан Майон. Филиппинский народ раньше был совсем невысокий. Смотрите. Я и обычный филиппинский житель, который меньше меня, чем по плечу. Пещера Палавана. Мы там были. Знакомая вещичка, да, ребят? Буквально там у нас был самый сложный трекинг. Кирилл нахвалил о том, как здесь там камни расположены. Вот получается, кто их выкладывал. Изображено важное событие о том, как был принят католизм на Филиппинских островах. Ой, ну и, конечно же, знаменитое сражение Магеллана с вождем Лапу-Лапу, которое происходило на острове Мактан, рядом с островом Сибу. Так, а теперь посмотрим, какого роста Хосе Рисаль. В Ваниле есть парк, взял. Смотрите в прошлом выпуске, но он чуть-чуть пониже, чем я. История показана от начала до конца. И про Вторую мировую здесь было показано, и про захват японскими войсками и освобождение американскими. Очень интересный музей. Это не просто картины, получается, здесь показаны как миниатюры, можно сказать, в 3D. С помощью статуэток. К каждому можно подходить и внимательно рассматривать. И у каждой, конечно же, есть описание. Помимо этого можно было бы еще воспользоваться аудиогидом, но я не стала этого делать, потому что и так все вполне понятно. После зала с историей переходим к современному искусству и наслаждаемся просмотром картин различных местных художников. Так, ну что, музей было интересно, можно прогуляться, особенно если погода на улице очень жаркая, здесь везде работают кондиционеры, узнать что-то новое о Филиппинах, об истории, полюбоваться предметами искусства. Здорово, поэтому рекомендую. Я вернулась на последний этаж, где меня должен ждать Кирилл. Сейчас мы посмотрим, где он у нас. А вот Кирилл. Так, ну что нового вы узнали, как провели время? Не скучно вам ли было? Так, во-первых, здесь великолепная интерактивная панель за моей спиной, которую можешь показать, как работает. Все нажимается. Да. Кстати, здесь экспонаты из того, что ты видела сейчас. Ну, ага. Что-то, возможно, ты узнаешь. Вот, допустим. Нажимаем на лягушку. Может, поближе. Так. Нажимаем еще раз на лягушку, читаем про нее информацию. Можно увидеть различные фотографии этой лягушки и вывести ее вот так еще крупненько. Слушай, вот. Ощущение, что как будто ты еще и больше, чем мы со зрителями узнал в это время. Великолепно. Вот такая вот интерактивная панельчика. Выходим из музея и сразу попадаем в удивительный сад, то ли лес. Здесь также есть часовня Greenbelt. Вот есть указатель на нее, но она почему-то отмечена Greenbelt 4, 5, то есть есть какие-то разные обозначения на эту часовню, но давайте здесь прогуляемся, очень красивое место. Также здесь, насколько мы видим, недалеко торговый центр, потому что магазины виднеются, пруд, но на самом деле очень красиво. Район, конечно, очень красивый, совсем не похож на ту привычную Манилу, к которой многие привыкли, о которой многие знают. В пруду даже рыбки плавают. Прогулялись вдоль деревьев и растений. И вот мы уже дошли до часовни. Мы видим, что сейчас проходит служба. Вообще очень интересно, конечно, что часовня расположена прям среди этого леса, среди природы.
They were home, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, Такие милые корги здесь, собачки. Причем, что из удивительного, что они все что? Они все в памперсах здесь ходят. Мне кажется, здесь даже есть какое-то правило, чтобы собаки не ходили в туалет. На них нужно надевать памперсы, потому что я не первый день уже вижу много собак в торговых центрах, и они все в подгузниках. Как до этого я уже говорил, есть часовня Гринбилд, а также торговый центр большой. И Гринбилд, это именно его название, обозначает различные входы. Вот еще одна собака. Смотрите, опять в подгузниках. Удивительно рядом. Людей очень много. Место очень красивое. И вообще вот этот район Макати немного напоминает Куала-Лумпур, не правда ли? Да, очень напоминает. Очень чисто. Большие красивые деревья, растения. Все ухожено. Прям приятно здесь гулять. Район и правда похож на мини-Куала-Лумпур. Здесь не хватает только еще монорельсового поезда для полноты картины. Хотя мы видим, здесь есть какая-то станция, поэтому, возможно, какой-то монорельс здесь и ходит. Сейчас мы спустились в подземный переход. Вы видите, как он красиво разукрашен. Широкий, светлый. И переходим улицу, направляемся в парк. Сейчас мы пришли в парк. Нас встречают здесь различные таблички. В парке находятся еще бездомные кошки, за которыми ухаживают волонтеры, но трогать и кормить их нельзя. Сам парк очень зеленый, чистый, свежий воздух. Предусмотрены парковки для велосипедов, многие гуляют со своими домашними животными. В Макати мы часто встречаем название Айяла, вот как здесь, допустим, или как до этого музей был тоже с названием Айяла. Айяла — это местная корпорация, которая располагается в Макати. Занимается она электричеством, водоснабжением. В общем, очень-очень важный для Манилы и для Филиппин корпорация, которая располагается именно в этом районе. В парке действительно очень тихо, спокойно, красиво. Но я читал, что здесь под Рождество устраивают какое-то лазерное световое шоу. И вечером собирается очень много-много людей.
Гуляя по парку, натолкнулись на еще одну аллею с палатками. В палатках продается различная какая-то еда, закуски, напитки. И вот мы решили тоже кое-что интересное попробовать. Смотрите. Вот так выглядят специальные тако. Вот такие вот тако с различными вкусами. Есть с манго, есть с салмоном, есть со свининкой. Вот так это все делается, готовится. Получается вроде как мексиканская тако, но на японский манер. Нечто среднее между тако и роллами. И одна такая закуска, штучка, стоит от 105 до 125 песо. Все удобно упаковали. Значит, здесь салфеточка, да, здесь внутри пленочка. Все в коробочке. Да, которую можно достать. Здесь удобно, только я немножко полегу, у меня немного даже руки трясутся. Так. Ну, это вкусненько. Мы взяли с рисом, с тунцом. Что тут еще? Ой, аккуратно. Мне здесь даже нравится нори сама во фритюре. Да, и получается все это дело в норе, во фритюре. На самом деле, закуска классная. Но у нашей прогулки есть один небольшой минус. Когда вы гуляете днем по столице Филиппин, то приходится мириться с ее погодой. Очень душно на улице, жарко, поэтому сейчас мы с удовольствием спустились вниз в супермаркет. Там кондиционеры хорошо работают. Еще одно сходство со столицей Малайзии. Кстати, еще один минус – это то, что наш последний выпуск с Филиппин. Мы уезжаем в другую страну. Спасибо, что смотрели наши выпуски. Если что-то не смотрели, возвращайтесь и посмотрите их обязательно. Ну а мы с вами увидимся уже в другой стране, друзья. До новых встреч. Всем пока, ребята.